Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Я уверен, что если бы не камеры, то мы увидели бы поцелуй. Девятое место. Доверие, вера в то, что я буду в безопасности с тобой. Обратите внимание, как Чангук смещается, чтобы обеспечить опору Тэхёну. Тэхён уверен в своей безопасности, когда Чангук рядом. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Слили интимные подробности Вибу». Чангук и Тэхён вместе ходили в ночной магазин и вели себя как парочка. Правдивая история или сказка? Разбираем это. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Смотрю я на этот момент, и мне кажется, что Тэхён слегка напрягся, когда Чангук просунул руку в окно к кондиционеру. Посмотрел на камеру, потом на него наверняка подумав, что его мальчику нужна вовсе не прохлада, а его прекрасные ножки. Седьмое место. Милый момент, когда Чангук еще был скромным, а Тэхён всегда внимательным к нему. Заметил, что Макне тоже хотел дать ему 5, нашел его руку и сжал в своей. Какая же улыбка расцвела на лице Чангука от этого маленького жеста. Шестое место. Поведение пары. Я знаю, что все видели это миллиард раз, но мне всегда есть, что сказать, когда попадаю на один из самых красивых моментов Тэйкук. Вот мы с вами говорим о том, что они влюблены, тактильны, проявляя весь спектр эмоций людей, которые тонут друг в друге, но... Нам каким-то чудом показали руки Чангука на талии Тэхёна, его касание губами к затылку, и когда я начинаю думать о том вихре чувств этих подростков, на тот момент становлюсь сплошной ватой. Переживать любовь всегда приятно, но такую. Мне кажется, подобной не существует и никогда не будет. Она уникальная и необъятная. Мне до сих пор больно.
5 место. Тэхён хочет вернуть телефон. Возможно, но гораздо приятнее и важнее сам процесс, чем цель. Четвертое место. Забота. Тэхён сказал: «Я не могу есть острую пищу». И Чангук тот человек, который всегда придет на помощь, съест за Тэхёна его порцию или приготовит ему так, как Мишке нравится. Любовь в мелочах. Третье место. Новости. Новое старое видео с Тэхёном и Намджуном из учебного центра. Тогда только все начиналось. BTS вернули себе первое место в рейтинге стоимости бренда мужских капоп-групп, возглавляя его третий месяц подряд. Рейтинг репутации бренда – это показатель, который отражает, как общественность воспринимает конкретный бренд. Он формируется на основе множества факторов и публикуется институтами бизнес-исследований, которые собирают данные. Если группа достигает первого места в чарте за месяц, это доказывает ее максимальную популярность и указывает на то, что она является центром внимания в этом временном периоде. По данным Sports Chosen, BTS являются первой и единственной группой K-pop, которая возглавляла этот список в течение 5 лет подряд с 2019 по 2023 год. С 2023 года из-за вынужденного перерыва на военную службу рейтинг BTS менялся то вверх, то вниз, однако группа всегда входила в топ-10 групп с самым высоким индексом. С марта месяца участники вернули себе первое место и удерживают лидирующую позицию. Короли возвращаются на свое законное место. Осторожно, с вами флиртуют. Если прикрыть пирсинг на губе, то Чангук станет Тэхёном. Магия. Самый красивый пушистик в очках. Инвестиционно-финансовая компания Hyundai Motor Securities, входящая в состав Hyundai Motor Group, проанализировала возможную финансовую прибыльность HYBE в 2025 году. Об этом в статье написали новостное агентство Yonhap. Ким Хён Йен, аналитик компании по ценным бумагам, сказал:
Физический релиз альбома Хосока ожидается в июне и июле. Что касается деятельности всей группы BTS, мы ожидаем, что альбом будет выпущен в 4-м квартале, а мировой тур в следующем году. Заявление аналитика носит предположительный характер, но новость о альбоме Хосока прям совсем неожиданная. Самый внимательный и заботливый парень. Просто Тэхён – тот человек, которого Чангук готов носить на руках и всех своих частях тела круглосуточно. Медиа пишет, когда дело доходит до танцев, это Ким Тэхён, видео с танцевальной практикой Тэхёна и Ли Джанг-ли превысило 80 миллионов просмотров. Видео с репетицией Тэхёна достигло 22 миллионов просмотров за 8 часов, 50 миллионов за 2 дня и 60 миллионов за 9 дней. А 7 января оно преодолело отметку в 80 миллионов просмотров и собрало 7 миллионов лайков, демонстрируя ошеломительную реакцию публики. В клипе Тэхён исполнил мощный и динамичный крамп под трек What Is Your Fantasy рэпера Ludacris, продемонстрировав свою прокачанную фигуру. Особенно впечатлили безупречная техника и мощная энергетика, приковывающая внимание. Перед началом танца он закрыл лицо, чтобы зрители сосредоточились только на движениях. Видео стало вирусным и в TikTok, где пользователи начали повторять его танец, включая момент с закрытым лицом и расстегнутой рубашкой. Тэхён удивил не только выдающимися танцевальными навыками, но и своей физической формой во время службы в армии. Его рельефные мышцы, видные в майке, результат строгой самодисциплины. Под постом Ли Джон Ви написал: «Ха, в следующем году станцую еще раз», намекая на активность после завершения службы. Каждое танцевальное видео Тэхёна вызывает бурную реакцию, подтверждая его статус короля перформанса. Например, его челлендж на Hypebeast New Jeans уже набрал 116 миллионов просмотров. Тэхён гармонично соединил легкий, стильный танец со своим фирменным грувом, получив оценку самого воплощения Hypebeast. А в челлендже Smoke Тэхёна показал контрастный, мощный перформанс, совершенно не похожий на Hypebeast. Чангук даже садиться не умеет нормально. Все секси, весь ход. Чангук, когда замечает направленную на него камеру такой свите. Согласно КМИДиа, послевоенная деятельность BTS откроет новую эру, смешивая отличительные сольные проекты, которые подчеркивают индивидуальные таланты с динамической групповой синергией для их полного возвращения. Их послевоенная фаза знаменует собой новую главу, включающую как сольную музыку, так и совместные групповые усилия, укрепляя их статус культурных икон. Аккаунт в Твиттере, который публикует инсайды, разместил пост, где намекнул на то, что летом будет заявление о деятельности группы и персонально о Чангуке. Может, все-таки тур? Мы с нетерпением ждем новых проектов.
Его крупные планы просто восхитительны. Кикимура Лопес, актер, танцор и модель, который появился в клипе Тэхёна Slow Dancing, недавно поделился своим закулисным опытом. Вопрос: вы снимались в клипе с BTS? Ответ: с одним из них, да, его первый сольный сингл. Самая странная вещь, которую я когда-либо делал в своей жизни. Я знала, что буду танцевать, но я не знала, что буду танцевать под водой. Я имею в виду, как вы это делаете? Вопрос: я выхожу, ем букет цветов, и тут появляются комментарии. Какие цветы ест эта девушка? Они думали, что я девочка. У этого клипа такой хороший сюжет. Тысячи людей верят, что я женщина. Вопрос: и что сказали люди? Ответ: они сняли реакции на клип. Корейцы, сотрудники, которые были с Тэхёном, подарили мне букет цветов и сказали: вы не против съесть цветы? И я спрашиваю их, съедобны ли они, и они отвечают «да». Тут подбегает Рэйчел, сотрудница, которая была с Т, она была моей любимицей, очень забавная кореянка, и говорит: «Нет, нет, они не съедобны, к счастью, я еще не начала их есть». Тэхён буквально «смотри, что выкину». А Чангуку лишний повод поумиляться. За что участники BTS любят Тэхён? Намджун сказал: «Тэхён — это такой друг, который обладает множеством разных качеств, поэтому все его любят. У него очень дружелюбный подход ко всему. А еще иногда он ведет себя настолько невинно, что этим невозможно не восхищаться». Джин сказал: «Он очень богат на различные эмоции. Когда я вижу его на экране, то понимаю, что быть айдолом — это его призвание». Чангук сказал: «Он не такой жадный, как я. Я очень жадный, мне хочется делать все и сразу». Но Тэхён по очереди подходит к работе над каждым делом, спокойно и очень организованно. Хасок сказал: «Тэхён — это человек со множеством талантов. И это особенный талант, который даже словами не объяснишь. Такой талант, который идет изнутри, выглядит очень естественным». Чимин сказал: «Тэхён совершенно невинен и чист, как младенец. При этом он совсем не ведет себя, как ребенок, который клянчит у мамы киндер, сюрприз в магазине. Наоборот, это качество Ви кажется Чимину очень милым». Юнги сказал о Тэхёне: «Сперва я думал, что его поведение — это все на показ. То есть, человек с такой натурой и правда может существовать. Я думал, он играет, я оказался неправ. Он такой, какой есть, он необычный парень. Я никогда не видел кого-то, кто вытворял бы такие же выкрутасы». Всего месяц остался до возвращения этого короля. Тэхён продолжает впечатлять фанатов своей трансформацией по снижению веса, сдерживая обещания. Тэхён вновь поразил поклонников своим упорным трудом и верностью данному слову. Всего месяц назад Тэхён рассказала о своем впечатляющем похудении на 10 килограмм, сказав: «Итак, недавно. Я сильно похудел, правда? Я потерял 10 килограмм. Я продолжу работать над собой». Айдол пообещал фанатам, что продолжит свой фитнес-путь и будет усердно трудиться.
Теперь фанаты заметили продолжающуюся трансформацию Тэхёна. В сети завирусился фотосет, сравнивающий внешний вид Ви во время его службы в армии, и поклонники отмечают едва уловимые изменения в лице Тэхёна как доказательство его непрерывной работы над собой. Нетизины хвалят Тэхёна за его упорный труд и продолжающееся преображение. А этот король вернется еще раньше Чангука. Юнги и Намджун вошли в топ-10 самых быстрых рэперов в K-pop с состоянием на 2025 год по версии SimplyBee. При подборе учитывалась скорость, мастерство и четкая подача текста. SimplyBee — это онлайн-платформа, посвященная миру развлечений, включая музыку, кино, телешоу, концерты и фестивали. Сайт предлагает свежие новости, обзоры, анонсы мероприятий и эксклюзивные материалы для поклонников поп-культуры. Особое внимание уделяется кей-поп с рейтингами и аналитикой, например, рейтинг самых быстрых рэперов в жанре. Первое место – Юнги с песней Cyphers. Мин Юнги зарекомендовал себя как один из самых влиятельных рэперов в индустрии кей-поп. Его продюсерские навыки еще больше укрепляют его репутацию, он внес вклад в более чем 100 песен на протяжении всей своей карьеры. Сольные проекты Юнги демонстрируют его универсальность и грубую интенсивность, укрепляя его позицию на передовой кей-поп рэпа. Третье место – Намджун с песней «Joke». Ким Намджун совмещает интеллектуальную глубину с техническим совершенством в своей подаче рэпа. Как лидер BTS, Намджун продемонстрировал свою впечатляющую скорость 10 слогов в секунду в своем сольном треке «Joke», демонстрируя артикулированный поток, не жертвуя лирическим содержанием. Его двуязычные способности и продуманные композиции принесли ему международное признание. Сольные микстейпы Намджуна еще больше подчеркивают его способность создавать содержательные истории, сохраняя при этом технические аспекты быстрой подачи, подтверждая его статус одного из самых выдающихся рэперов кей-поп. Хасок расположился на 11-м месте. В статье SimplyBee также упомянули о BTS. BTS сыграли ключевую роль в формировании рэп-сцены кей-поп посредством энергичных концертов и интенсивных рэп-выступлений. Чангук сказал: «Я выгляжу лучше всего после душа. Мы верим на слово». Что-то меня сегодня зациклило на хвостиках Чангука. Эта разница такая милая. Flower Boy. Самый уютный.
то, как Тэхён хорошенько сжал зад Чангука перед тем, как шлепнуть его. И просто посмотрите, как они шептались о чем-то. Как же хочется новую фотосессию Чангука. Чангук не шутил, когда сказал, что самое лучшее в наблюдении за его выступлениями – это то, что он привлекателен. Когда Тэхён говорит о BTS, за каждым словом кроется глубокое чувство, нечто, выходящее далеко за рамки рутины или карьеры. Для него группа — это дом, это безопасность, это общая история. Независимо от того, где они находятся и что переживают, созданная ими связь остается прочной основой. В том, как он выражает себя, всегда присутствует искренность и эмоциональность. Потому что BTS — это не просто часть жизни Тэхёна. Это фундамент того, что он построил с любовью и правдой. Уже совсем скоро эта милашка будет дома. Самые комфортные лайвы. Мы на них много смеялись, слушали прекрасную музыку, готовили, стирали, убирали, спали, тренировались, говорили на иностранных языках и даже делали зарядку для глаз. Чангук всегда открыт для фанатов и любит общаться на равных. Вот этим он так и притягивает. Милый, добрый, открытый, без звездных замашек, такой родной и всеми любимый. Чангук с хвостиком – это самое лучшее, что с нами случалось в жизни. Тэхён снова стал иконой мужской красоты по итогам опроса кей-поп фанатов. Тэхён вновь покорил сердца кей-поп фанатов своей безупречной внешностью. Сообщается, что Тэхён занял первое место в опросе «Яркие парни-айдолы, похожие на цветы». Тэхён в самом деле часто сравнивают с цветком из-за его утонченных черт лица и необыкновенной энергетики. Его пронизывающий взгляд, изящные брови, идеально вылепленный нос и четко очерченные губы оставляют незабываемое впечатление у каждого, кто его видит, и нередко люди описывают его ауру как ослепительную нежность. Тэхён давно считается одним из самых красивых мужчин в мире. Он трижды становился лидером рейтинга «100 самых привлекательных азиатских мужчин» и вот уже 10 лет возглавляет список Google Trends по запросу «Самый красивый мужчина». Второе место. Это так интимно. И кто кого засмущал?
Этот момент до сих пор заставляет меня покраснеть. Первое место. Ну как же он влюблен. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.